Всем привет! Меня зовут Дмитрий Уралов, и вы на канале Q. В прошлом видео мы подготовили проект к работе. В этом разберемся с управлением и начнем работу над блюпринтом для зоны перемещения по заданным позициям. Но перед тем, как прописывать задачи, давайте я расскажу, какие вводные у нас есть. Итак, по задумке проекта есть дом с несколькими комнатами. В каждой комнате три линии – центральная, дальняя и ближняя. Перемещение по самим линиям только клавишами A и D. Переход на другую линию клавишами W и S и доступен из любой точки линии. Центральная линия используется для перемещения между комнатами. Дальняя и ближняя для взаимодействия с объектами и запуска событий. Наша задача – подготовить максимально универсальный блюпринт для комнаты, в зоне которого функции будут работать, а за его пределами нет. Получившийся блюпринт мы будем клонировать и настраивать для каждой из комнат. Вот теперь давайте пропишем задачи для этого ролика. Разобраться с управлением, создать блюпринт с площадкой, автоматическим подходом, функцией просчета, на какую линию нам идти, и маленький бонус. Настроим управление. Переходим в Project Settings, Engine, Input. Добавим Action Mappings. Первый назовем Move Up и укажем клавишу W. Второй Move Down и клавиша S. Выходим из настроек и открываем блюпринт персонажа. Viewport, камера Boom, разворачиваем по Z на -90, чтобы персонаж при появлении смотрел вправо. В Event графе находим секцию Movement Input, отрубаем провода и проводим Triggered Forward Backward. Pin Action Value X подключаем в Scale Value, остальное оставляем или удаляем, как хотите. Таким образом управление будет только влево и вправо. Compile, Save. Возвращаемся в редактор. Отредактируем SM Cube. Сделаем размер 30 на 30 и по X и Y поставим его на -1500. Поставим плеера в центр. Щелкаем на Player Start, скидываем X и Y на 0, по Z ставим 150. У нас будут использоваться оверлапы, и если плеер появится сразу на поверхности, они не сработают. Еще нужно добавить навигацию для наших будущих функций. Без этого координаты считываться не будут. Слева щелкаем на плюсик, Volumes, Nav Mesh Bounce Volume. Ставим его в нули, размер делаем 30 на 30, высоту как хотите, я пока оставлю единицу. Проверяем. Show, Navigation, поверхность станет зеленой. Теперь сделаем для будущей платформы материал, так будет удобнее. Отправляемся в Level Prototyping, Materials и дублируем M-Prototype Grid. Имя M, нижнее подчеркивание, Platform. Открываем и находим зону Background Color, она зеленого цвета. Тут меняем Surface Color на что-то не серое, пускай будет тот же зеленый. Top Surface Color также на зеленый, но темнее. Apply, Save. Создаем новый Blueprint класс, Actor. Имя BP, нижнее подчеркивание, Platform. И запускаем его. Создадим визуальную зону действия блюпринта. Щелкаем Add, выбираем Cube, имя, Platform. Размеры. По X 6, по Y 10, Z 0.2. Материал M Platform. Коллизия Overlap All. Добавим ориентиры. Щелкаем на Default Scene Root, Add, Sphere. Имя Nav.Point 0. Размер 0.5 в круг. Позиция по Y 300. Отключаем коллизию. Дублируем. Имя Nav.Point 1. Позиция по Y 0. И еще раз дублируем. Имя Nav.Point 2. Позиция по Y -300. Добавим текст. Выделяем Nav.Point 2,
add, текст render, имя 2. Ставим по x минус 400, y 0, z 0. Разворачиваем по z на 90. Текст меняем на 2. Сделаем размер в 100. Дублируем текст, меняем имя на 1, перетаскиваем его в подчинение на point 1, позицию возвращаем на 0 по y, внизу пишем 1. Дублируем текст еще раз, меняем имя на 0, перетаскиваем в navPoint 0, y в 0, текст 0. Compile, Save. Переходим в Event Graph и удаляем все. Создадим функцию автоматического подхода к точке. Вызываем Custom Event, называем его MoveTo. Добавляем инпуты. Transfer to, тип вектор. Это то, куда пойдет наш перс. Transfer Speed, тип float. Скорость автоматического подхода. Normal Speed, тип float. Поможет вернуть нормальную скорость после включения Transfer Speed. Из MoveTo вытягиваем cast2bp third person character. Далее setMax walk speed, сняв галку с Context Sensitive. Теперь simple move to location и setMax walk speed. Transfer to подключаем в pin goal ноды simple move to location. Transfer speed в первый setMax walk speed. Normal speed во второй. Из пина Object ноды cast2 тянем getPlayer character. Из return value вытягиваем еще одну нитку getCharacter movement. Подключаем character movement в таргеты обеих max walk speed. Вызываем getPlayerController, вернув галку, и подключаем в pin controller ноды simple move to location. Получается, что после вызова функции она подключается к персонажу, его скорость меняется, перс идет к точке, а когда идет, возвращается нормальная скорость, и функция на него больше не влияет. Ограничим зону действия функций границами платформы. Для этого выделяем наш платформ и внизу щелкаем onComponent begin overlap. Вытягиваем cast2bp third person character. Дальше enable input. Other actor подключаем в Object. Из пина PlayerController getPlayerController. Это функция, включающая прием ввода. Давайте сделаем отрубание ввода. Щелкаем на Platform и выбираем onComponent and overlap. Копируем cast2bp third person character. Подключаем Other Actor в Object и тянем Disable Input. В PlayerController подключаем все тот же getPlayerController. Таким образом, наша платформа стала триггером. Когда мы на ней, функции работают. Когда мы с нее сходим, нет. Для проверки выведем клавишу Q. И из нее вытянем наш event MoveTo. В Transfer to пропишем минус 300 по Y. В Transfer Speed пускай 200, в Normal Speed 250. Теперь при нажатии Q будет включаться функция автоматического подхода. Вернемся в редактор и кинем на сцену BP Platform. Обнулим позицию. Проверяем. Нажимаем Q, и перс пошел к точке. Выходим за границы и опять нажимаем Q. Ничего. Возвращаемся, нажимаем Q, и перс опять идет к точке. Это то, что нам нужно. По идее, с этим уже можно работать. Да, но нет. У нас есть Q, и она играет роль линии 2. Добавим клавишу I. Copy-paste move to. Значение по Y на 300. Подключаем друг к другу. Проверяем. Нажимаем Q, и перс пошел к линии 2. Нажимаем на I, и он идет к линии 0. Проблема в том, что мы минуем центральную линию, а нам нужно, чтобы перс из линии 2 вначале шел на линию 1,
а уже потом на линию 0. Значит, нам нужно создать систему просчета перехода по линиям с последующим вызовом ивента moveTo. И тут нам понадобится несколько переменных. Создаем переменную switchLineActual типа integer. Она будет отвечать за понимание того, на какой линии мы сейчас. Создаем еще одну переменную switchLineNext, тоже integer. Это отвечает за шаг на следующую линию. Создаем и еще одну switchLineNav типа float и правее выбираем array. Она будет содержать в себе список координат наших линий. Нажимаем Compile, и теперь мы можем прописать им значение. Для switchLineActual значение будет 1. Для switchLineNext останется 0. Для switchLineNav в default value нужно добавить 3 строки с координатами наших линий по x. Первая – минус 300. Вторая – 0. Третья – 300. Добавляем moveUp и moveDown. Из moveUp тянем setSwitchLineNext. Из пина switchLineNext clamp. В max пишем 2. Из value вынимаем plus. Переносим switchLineActual и подключаем вверх. Внизу прописываем минус 1. Идем к moveDown. Копируем получившееся и подключаем. Меняем значение на 1. Итого у нас получается. Нажимаем на Up, даем понять, что нам нужно на линию минус 1 от той, где мы сейчас. То же самое Down, только там на линию плюс 1. Укажем, какая линия будет в итоге. Переносим switchLineActual set. Подключаем в нее обе setSwitchLineNext, а свободный пин перетаскиваем переменную switchLineNext. Это та линия, которая будет при учете условий, созданных ранее. Добавим ивент автоматического подхода к точке и объясним ему, куда же нам надо. Вытягиваем из setSwitchLineActual наш ивент moveTo. Далеко-далеко, нам место нужно. Это будет запускать функцию moveTo каждый раз, когда у нас обновляются наши линии. Кликаем правой кнопкой по Transfer To. Выбираем Split Structure Pin и получаем доступ к осям. Вызываем getWorldLocation, сняв галку. Split Return Value и подключаем x к x. Добавляем getPlayerPawn и соединяем Return Value с таргетом. Это позволит из любой точки по x переходить на новую линию с сохранением координат x. Дальше вернем галку, выводим lerp и подключаем к Transfer To y. Кладем рядом switchLineNav get и из него вытягиваем getAReference. Копируем getAReference. Из switchLineNav вытягиваем еще одну нитку и подключаем в верхний пин второго getAReference. Верхний getAReference подключаем в lerp A, нижний в B. Вынимаем switchLineActual и подключаем свободный пин верхнего getAReference. Вынимаем switchLineNext и подключаем в нижний getAReference. Таким образом получается. Actual – это вариант A. Next – вариант B. Все это при учете списка линий в nav. Копируем getWorldLocation и подключаем Z к Z. Вынимаем нашу платформу и подключаем в target. Тут мы указываем, что высоту берем, отталкиваясь от координат платформы. И это потребуется, если вы будете делать этажи. Transfer Speed ставим на 200, Normal на 250, Compile, Save. Проверяем. Нажимаем W, пошли ко второй линии. Нажимаем S, возвращаемся на первую. И еще раз S и идем на нулевую. Все хорошо, но я хочу добавить еще одну переменную для удобства. Нажимаем правой кнопкой на Transfer Speed, выбираем Promote to Variable и делаем ее публичной. Compile, Save. Теперь прямо из редактора можно задавать скорость автоматического подхода. Вдруг понадобится, чтобы перс в одной комнате был активнее, а в другой ленивее. Ну и маленький бонус. Прям совсем маленький, но полезный. Если до запуска функции перс двигается слишком быстро, ну или слишком медленно, то открываем BP Third Person Character, щелкаем на Self и в строке поиска справа вбиваем Speed. Тут можно выставить значение по умолчанию.
Так как сейчас значение скорости в 250 будет только после завершения функции, а до дефолтное в 500, я поставлю значение 250, чтобы все было ровно и красиво. Ну что же, в этом видео мы настроили управление, создали блюпринт с площадкой для активации функций, сделали автоматический подход и добавили просчет перемещения по линиям. В следующем поставим камеры на каждую из линий, сделаем плавное переключение между ними и блокировку ввода на время перехода. Если подпишетесь на канал, поставите лайк, включите колокольчик, напишите комментарий, мне будет очень приятно. Также я создал канал на Бусти и буду рад, если вы поддержите меня и там. Это будет очень хороший мотивационный пинок для продолжения работы над контентом. Ну вот как-то так. Всем хорошего дня и удачной разработки. Пока.